Привет, мои дорогие, мои сестрички. У нас сейчас будет расклад тоже на Таро Мила Монара. Я себе записала тему, которую вы как-то просили в комментариях. Как найти того достойного? Как найти достойного мужчину? На кого обращать внимание? Давайте посмотрим, какой именно для вас вот достойный мужчина сейчас идет. Сделаем такой вот расклад даже вот по одной карте на 4 варианта. Посмотрим, на что обратить внимание в поиске того достойного своего мужчины. Вот какой достойный вас, который вас достоин, который вот будет вашим крепким плечом, партнером настоящим, а не каким-то фуфлом. Ну что, давайте посмотрим, как найти достойного мужчину. Первый вариант. Как найти достойного мужчину. Второй вариант. Как найти достойного мужчину? Третий вариант. И как найти достойного мужчину? Четвертый вариант. Выбирайте свой и давайте вот хотя бы краткий такой небольшой совет по Таро Мила Монара, по эротическому любовному Таро. Сделаем вывод. Вот еще хочется сделать такое гадание, какая ты сейчас. И вот я, наверное, его сделаю, девочки, позже. А сейчас мы посмотрим, как найти достойного мужчину, на кого обращать внимание, кто именно к вам идет, какой хороший мужчина, как не ошибиться. 4 варианта. Первый, второй, третий, четвертый. И давайте, котики мои, смотрите, я даже 4 кота тут. Вон, раз, два, три, 4. И, девочки, пятый. 5 котов. У нас 5 котов сегодня с нами. Нет, не 5, 6 котов. 6 котов, наше заседание начинается. Как найти достойного мужчину, на кого обратить внимание? Итак, первый вариант. Смотрим, первый вариант. Так, ну тут все понятно. Пятерка воздуха. Короче, девочки, мы не смотрим на тех мужчин, которые вам нравились раньше. То есть тут надо поработать над тем, кого вы действительно хотите. Типаж. Тут проблема с типажом. А кто тебе действительно нравится? Может, ты все время обращала внимание на каких-то мужчин, которые не особо тебе подходят. Ты упорно, например, вот обращаешь внимание на тех, кто действительно тебе не подходит. Вообще никак. Упорно. Понимаешь? Или вот как, например, хорошим девочкам всегда нравится хулиган. Но хулиган, это рознь, далеко рознь, да? И один хулиган может так царапать, как говорится, кошке морду, что не дай боже. А есть такие хулиганы, которые, знаете, все положат к ногам своей возлюбленной, да? Как в стихах Есенина, да? Эм, Как умеет любить хулиган. Ну, смотри какой. В общем, девочки, проблема тут пятерка воздуха, да. Это ты смотришь не на тех мужчин. У тебя либо нету какого-то своего образа, именно того мужчину, которого ты хочешь, либо это не тот типаж, который тебе надо. Но тут надо смотреть, девочки, смотрите. Это легко этому научиться, я сейчас быстренько вам расскажу. У нас есть 4 масти, да? Крестовая, пиковая, бубновая, червовая масть. И так вот люди, мужчины, женщины, и по знаку зодиака делятся, и по мастям. Мы с вами и гадаем на картах, и мы хотим себе пару. Пара– это совпадение по масти. Супруги, да? Любой масти, которой то не было. И, например, ты сейчас червовая, тебе нравятся, например, только крестовые. Что будут с тобой делать крестовые? Да, ты с ними погуляешь, у вас будет классный секс, и все на этом, да. Вы будете пытаться построить чувство, а его никогда не будет дома. Ты приготовишь еду, а его нету дома, он не придет, и все остальное такое отталкивание идет. Поэтому здесь надо четко сейчас понять, кто тебе именно нравится. И если вот это то, что ты себе в голове сейчас представляешь, кто тебе нравится, и у тебя такие были, и у тебя с ними не получается, да, значит, по пятерке воздуха, которая тебе сигнификатором выпала, скажи им, пошли нафиг, отвалили все. То есть, если ты брюнетов любила, обрати внимание на зеленоглазых хотя бы, да. Если ты там любила какой-то определенный типаж, немножко его измени. Хотя бы, вот, чтобы он даже внешне отличался. То есть, например, тебе нравился какой-то определенный, например, крестовый типаж. Поменяй его, например, на пиковых, там, на червовых, на бубновых. Хотя бы на время поменяй.
Понимаешь? Хотя бы на время. Дело в том, что здесь вот чем больше ты разбавишь свое общение, тем лучше. Как выбрать, девочки? Заходим на сайт знакомств, никуда не спешим на свидание, на эти кофе-подранки не ходим просто так. Вот и только если скучно, собаку там выгулить или там еще что-нибудь, если вам хочется, да. Но это вот находим 4 мужчин в интернете, минимум месяц с каждым из них общаемся и смотрим, чтобы они, девочки, были разные, совершенно разные по типажу. Не добавляем только, например, кореглазых, да, разбавляйте, разбавили. И вот с этими 4 сходите на свидание. Я отвечаю, что вы поменяете вот свое мнение о том, кто сейчас вам подходит, потому что здесь надо уходить от прошлого своего типажа, который у вас был. Как найти достойного мужчину, на кого надо обращать внимание? Тебе категорически запрещено сидеть дома и ждать своего мужчину. Понимаешь? Категорически. Выпадает 16-й старший аркан и король воздуха. Твой мужчина на улице. Твой мужчина только когда ты активнее, становишься активной в поиске. Если ты активно не ищешь и не говоришь им, вы знаете, я ищу себе мужчину, да, для брака, или да, для отношений, или вот я хочу себе, и выбираю, я хочу и выбираю. И тебе обязательно надо идти выбирать. То есть здесь может быть застой у тебя именно в том, что у тебя вообще может не быть мужчин, понимаешь? Вот помните, было давным-давно такое понятие, как старая дева, да? А знаете почему? Потому что вот как были не старые девы, были те, которые 150 раз замуж выходили, да, или у которых было дофига любовников. Это одно. У вас есть такое, что вы хотите сесть на свою булочку ровно и ничего не делайте, чтобы он сам пришел. Он сам не придет. Надо, девочки, вот этот вот, все время двигаться. Вот это в активности вы обретете своего мужчину. Не будете активничать, понимаете? Вот этот 16-й старший аркан может проиграться таким вот долгим состоянием, ну, не то, что прямо такого одиночества, да, то, что вы можете быть не одиноки, но никто не будет цеплять ваше сердечко, понимаете? Или вы можете вообще никого не убирать, и никто не будет цеплять ваше сердце. Здесь очень важно, чтобы вы делали вот этот первый шаг. Это вот прям на что это похоже, да, вот этот первый шаг? На то, чтобы вы почаще гуляли, ходили, с мужиками, девочки. Если у вас одни подруги, убираем подруг и о себе думаем. Я хожу на кофе только с мужчинами. По магазинам я тоже ищу себе спутника для того, чтобы ходить по магазинам. Да? Это вот. Пусть с вами походит там, по вашим делам и все остальное. Это раз. Во-вторых, если вы, например, не планируете прямо на месте мужчину найти, да, не бойтесь ехать в другие города. Вам надо вот это вот пространство, вам надо дышать, вам надо махать крылами. Ты голубка, понимаешь? Тебе надо лететь. Тебе нельзя сидеть там под крышей, понимаешь? И ждать, пока к тебе какой-то голубь залетит. Нет, ты птица дальнего полета. И чем дальше, скажем так, ты залетаешь, тем лучше у тебя и быстрее появляются отношения. Кстати, обрати на это внимание. Да? Вот у тебя, кстати, напрямую связано твое либидо с путешествиями, с дорогами. Без дорог, девочки, пары не будет. Чем больше дорог у вас, да, на отдыхе, все. Но все-таки я бы еще здесь поубирала именно тех людей фонящих, которые занимают ваше пространство и не дают вам находить вот этого милого своего. Так что на вопрос, как найти своего достойного мужчину, на что обращать внимание, чем дальше, тем лучше. Чем больше путешествий, тем лучше. Чем больше дорог, тем лучше. Чем счастливее твоя судьба. Понимаешь? Это могут быть даже какие-то дальние страны. Вот такой вот первый вариант. Второй вариант, давайте смотреть, как найти достойного мужчину. Второй вариант. На что обратить внимание. Ой, девочки, вы мои любимые козочки, хозяюшки мои, тройка земли выпадает. Это ты
просто офигенная хозяйка, ты хранительница домашнего очага. Ты умеешь и деньги зарабатывать, и работать, и ты такая и творческая, и трудолюбивая, такая вот вообще уютная и классная, да. И дело в том, что тебе не идет один мужчина. Не, девочки, вам здесь один не идет. Это и муж, и любовника, два мужа, там еще остальное. То есть у тебя вот эта вот тройка земли говорит о том, что у тебя вот это вот само есть кармическое определение тебя как женщины, когда у тебя есть даже два. С одним флиртуешь, с другим живешь, да, это, короче, даже если их двое. Чем, короче, ты всегда счастлива, если у тебя даже есть один мужчина, со вторым ты заигрываешь. Но ты можешь спросить, ну, блин, а как? Я ж типа хочу в отношениях. Девочки, бойтесь тут женатиков, потому что женатик всегда будет считать себя второй своей женой, но, как говорится, без официального, например, предложения руки и сердца. Поэтому вы такая идеальная, знаете, для жизни. Вы идеальны для жизни. Идеальны для пары. Но если любовный треугольник будет состоять из вас, из двух мужчин, это cool, это круто. Если любовный треугольник будет состоять из вас, другой женщины и мужчины, это не cool, девочки, нифига, понимаете? И вот довольствоваться вторым местом я вам не советую. Это будет плохо влиять на вашу энергетику. У вас должны быть муж и любовник, либо два мужа, либо два любовника. Ну, утрирую, но все же, да. И как найти достойного? Твой достойный мужчина – это семьянин. Твой достойный мужчина – это тот, для которого важна семья, верность, понимаешь? Вот как странно не звучало, да? То есть ты у нас такая наседочка. Как найти достойного мужчину? Ты обжигалась, ну это понятно, да? Были какие-то такие, петушье было в твоей жизни. Было петушье, девочки, конкретно говорю. И вот это вот петушье, оно, возможно, даже и есть сейчас в твоей жизни. Понимаешь? Достойных в твоей жизни не было. Не было. Было петушье. Поняла? Можешь говорить сколько угодно плюсов своим бывшим, да, а я тебе достану карту дурака и скажу, что это было петушье. И мы будем правы. Короче, что тебе надо, чтобы найти достойного мужчину? Во-первых, не находиться ни в каких полуотношениях, недоотношениях. Да. Все эти почпокивания, погуливания с абы кем, это вообще не твое. Да. Тебе надо, чтобы мужчина был все время с тобой рядом, чтобы вы жили, как говорится, одной дачей, одними мыслями, да, чтобы у вас были свои какие-то одни идеи. Тебе надо такой вот интроверт, скажем так, да, или как Вероника Степанова говорит, программист-анальник. Ну, вот я имею в виду, что тебе надо такой вот мужчина, который вещь в себе, сам с собой, все остальное. И никаких половинчатых отношений. Не принимай, не заходи в эти половинчатые отношения, потому что это отношения с петушьем. Так, а давай посмотрим, как найти того достойного все-таки мужчину. Ты его найдешь, этого достойного, через заигрывание. Сама будешь выбирать. Чем больше у тебя мужиков для выбора будет, тем быстрее ты выйдешь замуж. Вот у тебя будет 4 мужика, будет бинго. Будет предложение руки и сердца, брака. Деньги требуй с них. Поменьше давай интима, больше денег. И вот тот, которому ты не будешь давать сильно, как говорится, то тот и будет от тебя. Короче, вот видишь, как мужчина, да, чем меньше девушку мы любим, тем больше нравимся мы ей. Вот это твой вариант. Идет к тебе твой мужчина, идет родненький, но он еще, кстати, он еще не пришел в твою жизнь, он еще в разработке. И ты, знаешь, ты будешь швыряться, да, ты будешь не давай. Твой ключ к классным, хорошим, здоровым отношениям – флиртовать, но не давать. Да? Но
тут вот выпали такие карты, да, что все-таки тебе надо тоже. Королева воздуха – это та, которая выбирает. Она находит, она подходит, приглашает на белый танец, поматросила и бросила. Понимаешь? И вот тот, который будет сильно за тобой тянуться, это тот твой мужчина, в котором ты зажжешь любовь. Ты с ним еще сейчас не знакома, выпадаешь Паш все-таки, Паш огня. То есть ты с ним познакомишься, скорее всего, это просто интернет будет, потому что много будете рассусоливать что-то. Вот. И он, кстати, молодой, не старый, то есть не старше тебя. Вот такой вот вариант, мои дорогие, второй идет. Ну что, давайте посмотрим третий вариант. Как найти достойного мужчину, на что обратить внимание. Третий вариант. Так, тоже трудности у нас тут есть. 4 воздуха идет. Ты не знаешь то, что ты хочешь. Как найти достойного мужчину. А кто есть достойный для тебя? Тут выпадает, что ты вот думаешь, ну, достойный, тут либо ты малоопытная, либо ты это вот не можешь ты как-то ориентируешься на тех мужиков, которые у тебя были в прошлом, на тех мальчиков, мужчин, парней, да, и, ну, тут говорит о том, что у тебя нету опыта в достойных, нет опыта в достойных мужчинах, чтобы понимать, что я была в достойных отношениях, да. Кстати, не у всех есть эти супер достойные отношения, девочки. Сразу вот в 20 лет за супер достойного редко кто выходит. Ну, давайте еще посмотрим, как найти достойного мужчину вам. Идет достойный. Идет, девочки. А знаешь, что есть достойный мужчина для тебя? Достойный мужчина с недвижкой. Король земли – это мужчина с недвижимостью. У него в своем владении, на него записана квартира, дом, а может 2 дома или 2 квартиры, вилла где-нибудь и все остальное. Для тебя достойный мужчина – это мужчина с недвижимостью. Если недвижимости у мужчины нет, это недостойный тебя мужчина. И на таких мы внимания не обращаем. И 100 пудов, так как у тебя вот это выпала 4 воздуха, говорит о том, что, знаешь, короче, мало опыта у тебя было, не с чем сравнить. Императрица, ты будешь жить дорого-богато. Туз. Ты знаешь, такая вот создана для любви, скажем так. В тебе очень много именно женской энергии. Ты очень женственная. Ты даже не представляешь, насколько ты женственная, да, офигенная. Вот как мне тоже как-то у меня на одной из моих бывших работ, короче, такой вот мужчина, у него был свой там спортивный магазин, ну, это очень давно было. И, короче, он такой говорит, ну да, ты не сексуальна. Она не сексуальна. Есть женщина сексуальная, ты не сексуальна, ты сексапильная. То есть ты не вызывающая, у тебя ничего такого вызывающего нет, но вот это вот что-то такое вот, блин, оно читается. И она это запомнила, и я поняла себя только благодаря тому, что вот меня так вот мужчина оценил. Ну, просто вот такие разговоры были, знаете. И, короче, и у тебя огромное, прям ты дышишь женственностью, ты выдохнула, у тебя дыхание женщины, губки женщины, глазки, все, вот прям изгибы тела. Ты просто кошка, и все наши 6 котов это подтверждают. Так, как найти достойного мужчину? Ты должна пользоваться. Смотри, тебе не нужны те, которые созданы только для интима и любви. Да. Тебе нужны мужчины. Вот смотри, это ошибка жизни. У меня тоже, девочки, такая вот была. Вот мне хотелось, у меня играли гормоны, я выбрала себе такого мужика. У меня был такой вот парень, красивый, но ни хера взять, да, ни хера. У нас все время, короче, тоже вот это вот отношения любовные, все остальное тролливали. Но тебе не нужны такие, не обращай внимания на них. Смотри, твой достойный мужчина – это мужчина с деньгами. Твой мужчина достойный не сексуальный самец с 13-м старшим арканом, да. Для тебя достойный мужчина – это тот, который имеет деньги, тот, который имеет имущество. Вот это идеальный, вот это нет. Видишь, это идеально, он приведет тебя в свой дом, и ты там станешь хозяйкой, ты раскроешь свою женственность. Вот этот нефиг взять с большим и толстым, это не для тебя.
Поняла? Но это, девочки, тяжело понять, это приходит где-то с возрастом, да, такие вот моменты, либо с опытностью, а вот ты вот у нас такая немного малоопытная, поэтому мы тебя тут подучиваем. Вот, на что обратить внимание? На жилье обращай внимание. Если у него нет своего жилья, значит, это никто. И это касается каких молодых парней, так это касается и 33-летних, и 50, 60, 70. Понимаешь? Касается. Если у него ни хрена нету, это не твой мужчина. Потому что ты с ним не раскрываешь свою женственность, ты не приходишь по роду своему в дом мужчины и не становишься хозяйкой. Понимаешь, там? Тебе суждено быть хозяйкой в чужом доме, в доме мужчины. Но если вот ты через женственность свою, но если ты свою женственность раскрываешь в это вот где-то там непонятно где, то это не твой мужчина. Но этому еще научишься. Тут просто говорит вот эта карта о том, что ты к этому все равно придешь. Ты найдешь достойного? Найдешь. Ты найдешь достойного. Только это вопрос такого времени, твоего понимания. Понимаешь? Твоего понимания. Вот такой вот третий вариант. Ну что, давайте посмотрим четвертый вариант. Четвертый вариант, как найти достойного мужчину. На что обратить внимание? 18-й старший аркан. Ну что, мои дорогие мистики, эзотерики, ведьмы? На что мы обращаем внимание, девочки? На Луну, да? Короче, на что тебе обращать внимание? Он должен быть ведьмаком. Он должен быть таким же, как и ты. Он должен быть со своими особенностями, странностями, с которыми ты согласна будешь жить. Он ведьмак. Он необычный, как и ты необычный. И вы сойдетесь, вы сойдетесь. Дело в том, что у тебя, скорее всего, это еще и кармически запрограммировано, когда ты будешь со своим ведьмаком. То есть это где-то прописано на другой стороне Луны, которую мы никогда не видим. Вы в курсе, что Луна всегда повернута к нам только одной стороной? Она не вертится вокруг нас. Мы видим только всегда одну сторону Луны, девочки. А твой мужчина, он как раз таки по 18-му старшему аркану. С другой стороны, это обратная сторона Луны. И когда она тебе откроется, сам черт или боженька ведает. Понимаешь? Это ведьмак. У вас мистическая связь с твоим мужчиной. Твой достойный мужчина, он приходит из тумана. И что у него там на голове, нимб или рога, это все зависит от того, кто ты есть. Понимаешь? Давай еще посмотрим, как найти достойного мужчину. По любви, вот. Ну о чем тут говорить, девочки? Любовная любовь с высшими силами. Ты сама есть ты есть высшая сила, и у тебя любовные отношения с высшей силой. Когда они будут, это знает только Луна. Поняли, девочки? Я тут кое-что опущу, но я думаю, что вы поймете, о чем я тут и дальше имею в виду. Луна и дьявол. И пятерка воды, да? Любовные красивые отношения. Я тут еще рун вам тут набабахала для души и счастья. А замуж выйдешь за него, за своего ведьмака. Счастлива будешь очень сильно. Понимать друг друга будете очень хорошо, как никто. И он будет говорить, я нашел тебя, и всегда тебе мечтал. Ты будешь им говорить то же самое. Одиночество любовное у вас закончится только друг с другом. Много перепробуете, и он много перепробует женщин, и ты много мужчин перепробуешь. Но все будет не то, потому что вы будете в поисках друг друга. Будет ли этот еще поиск? Будет, мои котики. Но вы всегда знаете, что ваш достойный мужчина – это такая же высшая сила, как и вы. Вы человек силы, вы ведьма. И ваш ведьмак, вы друг друга найдете, вы друг к другу придете. Обращайте внимание только на вот эту вот мистическую силу, которая вас объединяет. Тут не важно, что он имеет, кого он имеет. Это совершенно все не важно. И не важно ваш опыт. Даже если у вас к тому времени, когда вы встретите своего ведьмака, будет 7 детей, понимаете, от разных мужиков, ваш ведьмак вас заберет с собой, потому что ему будет пофиг. Это все его дети будут. Поняли?
Так что, девочки, и ваш мужчина- это ведьмак. И провидением, как говорится, установлено. Возможно, вы даже его видели, во снах видели. Вот как-то или вы ощущаете, какой он будет. Ну, короче, тут какие-то вот знаки еще. Они присутствуют в том, кто есть ваш ведьмачок. Кто ваш волшебник, кто ваш Мерлин. Все, мои любимые, вот такой вот был небольшой расклад. Люблю вас, целую, обнимаю. Пока-пока.